Несмотря на трагизм и скоротечность событий, свободный выбор был сделан, и мы знаем, какой это был выбор. Соответственно, Российская Федерация пошла навстречу тем пожеланиям наших соотечественников, которые проживали в Крыму. И сегодня уже ни у кого не вызывает сомнений относительно принадлежности Крыма, Севастополя. Это есть, было и будет навсегда частью России. Этот факт сегодня не оспаривается больше никем. Любые попытки давления, политического манипулирования, использования различного рода информационных технологий не в силах изменить этот факт. Это навсегда. Несомненно, что за прошедшие 2 года, учитывая риск прямой военно-политической конфронтации с НАТО из-за Крыма, а такой сценарий тоже не исключался, и не исключается, по крайней мере, вариант каких-то масштабных военных провокаций со стороны Украины, было сделано очень много по созданию дееспособной, самодостаточной группировки российских войск на территории Крыма. В этой связи мне хотелось бы особо отметить роль и значение Севастополя как главной базы Черноморского флота. Разумеется, это главное предназначение этого субъекта Российской Федерации. Севастополь есть главная база Черноморского флота. Этот статус был и есть, остается решающим при рассмотрении всех вопросов, связанных с Севастополем. Мы знаем, что были разные инициативы, в частности, предлагалось обсудить и реализовать на практике решение о выборности губернатора Севастополя. Я повторю свою прежнюю позицию, она заключается в том, что губернатор Севастополя – это и есть номенклатура президента Российской Федерации. Именно президент Путин, учитывая стратегическое значение Севастополя, будет единолично определять фигуру человека, который будет возглавлять исполнительные структуры власти в Севастополе. И здесь надо понимать, что в данном решении мы исходим прежде всего из понимания ситуации, что главное предназначение Севастополя – военное предназначение. Поэтому нынешний губернатор, человек, который имеет военный бэкграунд, долгие годы отдал службе в вооруженных силах Российской Федерации и чьим доверием президента, соответственно, облечен, на наш взгляд, является очень удачным примером, когда именно человек военный в прошлом, а сегодня политик федерального масштаба, возглавляет Севастополь. Мы также очень заинтересованы в том, чтобы была реализована идея Севастопольского консенсуса. Она заключается в том, что Севастополь, как стратегический во всех отношениях российский регион, мог бы быть площадкой, на базе которого различные политические партии, общественно-политические движения могли бы консолидированно выступать с точки зрения защиты российской государственности, обеспечения неизменности процесса вхождения Крыма и Севастополя в состав России. И, разумеется, в этом плане этому процессу, на наш взгляд, должна быть оказана максимальная общественно-политическая поддержка и здесь, в материковой России. В ближайшие годы Крым из ситуации острова, в которую он фактически сегодня превратился, благодаря действиям Украины, превратится в регион, который будет связан по целому ряду параметров с материковой Россией. Это и строительство, решение о котором было принято руководством России, это и полная энергонезависимость Крыма, обеспечение водными ресурсами и, самое главное, развитие экономики. Потому что экономика является основой для успешности того или иного региона. В данном случае Крым и Севастополь при поддержке федерального центра получат необходимые и инвестиции, но и мы должны понимать, что сам регион в перспективе должен стать самодостаточным с точки зрения как туристического кластера, так и развития других сегментов экономики применительно к условиям географического положения Крыма.